Овны, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш Таро-прогноз на апрель 2023 года. Сегодня мы будем взаимодействовать с Таро Светлого Провидца, а также Ленорман Исцеляющего Света. Посмотрим, что нам приготовит этот чудесный месяц, какие события вас ожидают, в принципе, к чему вам нужно подготовиться и какие перемены войдут в вашу жизнь. Итак, это работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт на апрель месяц. Сейчас все поправим. Приступим. Общая энергия месяца. У вас ложится четверка жезлов. Замечательный аркан, карта счастья, карта праздника, эвент мероприятия. То есть вы можете быть приглашены на семейные торжества, там крестины, помолвки, свадьбы, просто дни рождения. Карта отдыха, карта восстановления, воодушевления, эмоционального энергоподъема, потому что это всегда, когда вы находитесь в кругу своих единомышленников, своих друзей, знакомых, родственников, просто, знаете, как отлично проводите время со своей семьей. Но, безусловно, эта карта у нас показывает ситуативно, что вы можете заниматься вопросами недвижимости, покупка, продажа, ремонт, обустройство. Но видите, у вас здесь как завершение некого этапа, потому что четверка жезлов вы уже празднуете какую-то такую некую победу для вас. Поэтому действительно здесь будет много благоприятных событий. Если смотреть в какой нише, то здесь у вас ложится рыцарь жезлов. Но для большинства это либо возврат домой, например, вы были на заработках, на обучении, то есть отсутствовали дома, то есть это возврат в родные пенаты. А для кого-то действительно переезд в новое жилье, новое место жительства. Для кого-то может это быть вопросы иммиграции, а для кого-то просто вопрос новоселья, въехать же в жилье, которое вы, допустим, заканчивали ремонтировать или просто приобрели, и наконец-то уже радость и счастье. То есть карты здесь более чем прекрасные. Если рассматривать вопросы работы, а вот здесь ложится восьмерка чаш. Аркан, который ситуативно указывает, может быть, на какую-то такую печаль, тоску, грусть, сжимающую боль внутри, но для большинства она все равно может отыграться позитивно. Почему? Потому что для тех, кто, допустим, работает, это может быть уход в отпуск, то есть, соответственно, отдых, а для кого-то перемены, которые сулит этот аркан, уход в новое. Новая работа, новое предприятие, для кого-то вообще меняется все в корне, новое место жительства, новая реализация. В любом случае карта показывает, это как способ уйти от старого и реализовать и раскрыть себя в новом. Если мы посмотрим ситуацию для тех, кто у нас сейчас не работает, то по девятке жезлов для вас все здесь неизменно. Но тем не менее вы ощущаете себя защищенным, потому что видите, как есть некий такой забор, есть на что опереться, на кого опереться. То есть на те ресурсы, которые вами накоплены, которые вами отложены. Здесь нет какой-то проблемы. Да, вы можете сокрушаться, что нет дополнительного источника заработка, но тем не менее каких-то глобальных для вас переживаний эти арканы не сулят. Если вы в статусе соискателя, восьмерка чаш и рыцарь чаш – это действительно предложение, но ради которого, возможно, вам придется территориально перемещаться, то есть уезжать там в другой город, в другой регион, для кого-то, может быть, в другую страну. Поэтому вы тут так поступаете, как я говорю, с тяжелым сердцем, потому что сложно все бросать, уезжать, да, и адаптироваться на новом месте. Если же вы у нас наемный сотрудник, восьмерка чаш и четверка пентаклей. Это попытки стабилизировать себя, сохранить себя. Поэтому восстановление ваших ресурсов. В первую очередь здесь, знаете, как энергетических. Поэтому действительно у многих в этот период будет период отпусков, отдыха, эмоционального релакса. Ну и действительно, как показывают карты, знаете, как собрать себя воедино. Если же у вас свой собственный бизнес, то по пажу мечей это детально изучать, где какие есть нюансы, какие косяки, на что обратить внимание, проанализировать стратегию, как вы будете продвигать свои товары, свои услуги. Может быть, здесь как создать неплановую проверку для вашего персонала, если у вас таковой имеется. Если же вы работаете без персонала, то, знаете, как детально изучать какие-то нюансы в вашей нише, в вашей работе, то есть что-то для себя здесь новое подчерпнуть. Если смотреть вопросы финансов, восьмерка пентаклей.
Ну, с финансами здесь все в порядке. Активная работа, которая приносит свои результаты, потому что вы здесь сосредоточены на том, что вы делаете, и получаете достойную оплату труда за ваши усилия, за ваши старания. Вопросы здоровья по императору вообще прекрасны, потому что император – это стабильность, это ситуация, когда вы крепнете духом, это когда вы себя прекрасно ощущаете. Для мужчин это могут быть вопросы отцовства. Единственное, что мужчинам здесь рекомендовано, если вы собираетесь заниматься вопросами продолжения рода, это проверка ваших репродуктивных функций. Опять же, может быть указание в первую очередь, знаете, как посещение и репродуктолога, и, в принципе, знаете, всех тех специалистов, которые отвечают за эти нюансы. А в остальном здесь все прекрасно. Это карта силы, карта внутреннего стержня, карта дисциплины. Здесь, если вы стремитесь выйти на новый уровень, ну, то есть, допустим, заниматься спортом, наладить режим питания, то карта указывает, что у вас хватит силы духа, и все вам будет по плечу. Если рассматривать вопросы личной жизни, туз пентаклей, новый шанс, новый дар, новая возможность, новый этап, новые ростки, которые дают свои плоды, свои результаты. Конечно же, сам по себе аркан, он сулит новые знакомства. Будем смотреть для каждого из вас, чем же для вас будет характерен этот аркан. Для тех, кто у нас свободен. Туз пентаклей, шестерка мечей, это может быть знакомство в дороге, либо здесь на расстоянии. Знакомство, которому, возможно, вы не будете придавать особого значения, но, тем не менее, это как новый шанс, новый потенциал, новый этап в вашей жизни. Почему? Потому что, смотрю дно колоды, у вас здесь падает аркан суд. Как возрождаться за счет этого нового союза, перерождаться. Для вас это новые возможности, новые перспективы. Если вы у нас в любовных треугольниках, туз пентаклей, девятка чаш, то здесь ваши отношения заиграют новыми красками. Больше чувственности, любви, заботы. Больше, знаете, как ситуативно есть такое желание радовать, потому что туз пентаклей, девятка чаш – это еще подарки. То есть в материальном плане действительно это какие-то сюрпризы. То есть желание вашего партнера или партнершу удивить, проявить свои чувства по-новому. Поэтому карты здесь прекрасны. Если вы в стабильных союзах, то туз пентаклей и звезда – это исполнение какой-то давней для вас мечты. Ну, по принципу, если для вас это актуально, то зачатие и вопросы продолжения рода, деторождения. Для кого-то это вот исполнение мечты. То есть если вы просто встречались, сожительствовали, да, это может быть вопрос бракосочетания. Для тех же, кто в стабильных союзах, то туз пентаклей и звезда – это исполнить какую-то давнюю материальную мечту, для вашей семьи, на которую у вас, допустим, не было ресурсов, не было времени. Видите, здесь падает аркан сила. То, что как бы вас воодушевляет и дает вам сил. То есть это может быть какое-то дорогостоящее путешествие по этим картам, да, то, что как бы дает вам силы, дает вам ресурсы. Это могут быть какие-то траты, направленные на укрепление вашего состояния здоровья и, более того, улучшение внешнего вида. Как следствие, это то, что, знаете, будет привлекать вашего партнера или партнершу, то есть делать вас, знаете, как более вкусными, более сладкими. И это благоприятно скажется действительно на вашем партнерстве. То есть это помощь, это поддержка, взаимодействие, а также это могут быть какие-то покупки крупного материального плана для вашей семьи. Если рассматривать рекомендации, у вас на рекомендации падает рыцарь мечей. Это карта скорости, аркан, который говорит, что не бойся что-то менять. Лови удачу за хвост, действуй, будь, знаете, как мобильным, будь резким и вместе с тем будь продуктивным. Очень благоприятный период для поездок, путешествий, для кардинальных перемен. То есть если вы хотите поменять работу или, в принципе, там уехать на заработки, или переехать, или, возможно, приобрести автомобиль, да, потому что по этим картам это могут быть даже как приобрести по выгодной цене, с хорошей скидкой, или там какие-то хорошие дополнительные бонусы. Поэтому не теряйтесь, у вас здесь все будет получаться. И посмотрим с вами неожиданность этого месяца. Какова здесь будет ситуация? Кольцо, письмо, змея. Ну, ребят, я могу здесь однозначно сказать, тем более одной колоды карты гора.
Вот у тех, у кого длительный период были какие-то проблемы в отношениях, или вы были на вторых ролях в качестве, ну, допустим, назову так, второго аэродрома, да, запасного варианта, то здесь это преломить эту ситуацию, потому что кольцо, письмо, змея — это вопрос официального брака, это предложение руки и сердца. Да, письмо змея — это может быть здесь ситуация, ну, какие-то прописанные брачные договоры, брачные нюансы, потому что письмо змея — это как проявление мудрости, в чем-то ловкости и коварства, но тем не менее вы здесь для себя это все вырулите со знаком плюс. Не для всех, безусловно, актуальны вопросы, как говорится, замужества, но в этом случае кольцо, письмо, змея — это может быть грамотно подобранная клиника. Потому что кольцо, письмо — это как договор, это контракт на лечение, на курс каких-то процедур, которые действительно вам помогут омолодиться. Потому что, видите, здесь змея как с молодой кожи, то есть как сбросить старый выползок, старую чешую, назовем это так. Еще по этим картам, если с точки зрения работы и заработка, это новые договора, новые контракты на выгодных для вас условиях. Особенно в одной колоде у вас была здесь карта гора, сейчас еще раз покажу. Вот вы не могли, допустим, с кем-то достичь взаимопонимания, общих точек соприкосновения, о чем-то договориться в каких-то тонкостях и деталях, то теперь, видите, солнце взошло. Как следствие идет решение вашего вопроса и этой значимой ситуации. И вы будете здесь со знаком плюс. Слушайте, такой классный месяц, поэтому пусть так и будет. Радости вам, счастья, исполнения ваших желаний, достижения цели, достижения мечты. Пусть в вашей жизни все получается так, как вы себе запланировали, как вы себе задумали. Пусть жизнь для вас играет новыми красками. Я вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.